Землетрясение в Северном Рейн-Вестфалии. Жители в панике. Автогигант сократит 2300 рабочих мест. Фейковое сообщение о предстоящем землетрясении в земле Северный Рейн-Вестфалия вывело на улицу несколько тысяч человек. Предупреждение распространилось через социальные сети в разных городах, особенно в румынских общинах, сообщили в полиции. Силы экстренной помощи с трудом успокаивали людей. Некоторые часами стояли на улице, опасаясь обрушения домов, другие собирались провести ночь в своих машинах. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Еще будучи в постели, люди звонили друг другу, чтобы предупредить о возможном бедствии, рассказала представительница полиции в Дейсбурге. По ее словам, только в этом городе на улицах оказалось около 1000 человек. Мы пытались успокоить людей, но большинство было очень и очень напугано. В полицию Хагена также поступило много экстренных звонков. Звонившие были очень обеспокоены, поскольку на дисплеях их мобильных телефонах появилось экстренное предупреждение. В Кёльне около 500 человек собрались на парковках вокруг большого высотного комплекса. Откуда выяснилось предупреждение о скором землетрясении в Северном Рейн-Вестфалии, полиция так и не прояснила. Это абсолютно позорная мистификация, заявил председатель Государственного центра управления. К счастью, в панике на лестничных клетках обошлось без жертв. Точный прогноз землетрясения невозможен, подчеркивает Себастьян Буш, руководитель отдела геофизики в службе землетрясений Земли Северной Рейн-Вестфалии. Эксперты могут работать только со статистическими вероятностями, но не могут сказать, что следующей ночью там-то и там-то случится землетрясение. Автогигант сократит 2300 рабочих мест. Столь крупное сокращение необходимо по соображениям экономики, объявило представительство Ford в Кёльне. Большая часть рабочих мест исчезнет в ближайшие 3 года в отделе развития в Кёльне. Также будет затронута администрация. В настоящее время на предприятии в Кёльне работает около 14 тысяч человек и еще порядка 200 в исследовательском центре в Ахене. Производственный совет обнародовал свой план еще в январе, но тогда речь шла о потерях до 3200 рабочих мест в Кёльне и Ахене. Специалисты также будут сокращены в Великобритании. В общей сложности Ford намеревается уменьшить свой персонал в Европе на 3800 мужчин и женщин в условиях жесткой конкуренции. Компания Ford готовится преобразовать свою организацию и ассортимент продукции, чтобы выжить в высококонкурентной среде, где дуют сильные экономические и геополитические ветра. Озвученный ранее план сосредоточиться к 2035 году исключительно на электромобилях не изменился, сообщили в руководстве. В этом году завод выпустит первый электромобиль, произведенный в Европе. С учетом того, что автомобильная компания относительно поздно перешла на электромобили, ей придется изрядно потрудиться. В этом году с конвейера в Кёльне должны сойти первые чистые электрические автомобили Ford, произведенные в Европе, в то время как модель Fiesta с двигателем внутреннего сгорания будет снята с производства. Несмотря на то, что Ford инвестирует миллиарды евро для производства электромобилей, озвученные сейчас планы реорганизации свидетельствуют о том, что Кёльн теряет свое значение как место для дальнейшего развития центра. Ну и на этом все, вот такие были сегодня новости, но от себя хотел бы сказать: не верьте фейковым новостям для того, чтобы не поддаваться панике. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому ролику, ну а я всем желаю хорошего настроения и всем пока.